Здравствуйте, мои дорогие. Мужчина спешит в вашу судьбу. Вот этот мужчина по судьбе сейчас как раз и будет выходить в этом раскладе. Давайте смотреть. Первая карта, смотрите, идет реально. И тут идет движение очень мощное в вашу сторону какого-то человека. Причем карта колесницы– это старший аркан. И здесь человек не просто думает об этом, он реально сейчас летит в вашу сторону. Пускай эта карта будет у нас вообще как символ этого расклада, и будем смотреть дальше, кто этот человек. Мужчина спешит в вашу судьбу, мужчина по судьбе. Мужчина, кто это такой? Ангелы шлют вам этого человека. Вообще сам ангел какой-то он. Шанс исправить, возможно, что-то в судьбе. Одинокий, отшельник. Отшельник идет. Но здесь отшельник в хорошем смысле, ведь он идет для отношений. Да, отшельники– это люди, которые вообще никаких отношений не принимают. Но тут просто говорят о том, что он один. Нет в этой жизни пока человека, да, с которым он не составил пару. Ну, возможно, он разошелся, да, и все бывает, ведь мы взрослые люди. Давайте посмотрим, кто этот человек, и зададим такие вопросы. Так, давайте продолжим такие вопросы. Значит, первый вопрос вообще мы хотели бы спросить, часто задаем, да, готовы ли мы сами, вот вы сами готовы к судьбоносной встрече? Посмотрим, что сейчас в вашем энергетическом поле, открыты ли вы для той самой любви. Смотрим. В принципе, да, вы готовы. Вот тут так и говорят, что вы готовы к этой встрече. Вы готовы, и сам человек тоже, когда встретит вас, он поймет, что вы не заурядная личность, что вы интересны ему. Он захочет проявить некий более такой глубокий интерес, да, то есть познакомиться с вами. И, ну что ж, случится симпатия, да, между двумя людьми. Посмотрим, когда этот человек войдет в вашу жизнь. Или же через сколько времени, да, сейчас посмотрим. А лучше посмотреть, при каких обстоятельствах произойдет эта встреча. Посмотрим. Давайте посмотрим сезон. Вот в какой сезон этот человек появится у вас. Маг идет. 4 сезона, офигеть. Ну, знаете как, тут больше вот именно такой конец лета идет. Конец лета. Какой сезон? Да, это больше летний сезон, 3-й месяц. Мгм. В общем, те, кто смотрит это видео, вот есть вероятность вот такая, да, вероятность 90%. Смотрим дальше. При каких обстоятельствах эта встреча произойдет? Обстоятельства. Ну, когда у вас начнут исполняться желания? При каких обстоятельствах? Когда вы будете очень тонко чувствовать этот мир? При каких обстоятельствах? Когда между вами и миром происходит вот такой энергетический обмен. Вы миру, мир вам. Что-то идет от других людей, что-то вы даете людям. То есть тут вот именно когда есть такой вот здоровый обмен энергиями. Возможно, даже когда ресурс поступает к вам от мира. Давайте посмотрим теперь самый важный, интересный вопрос. Как вы узнаете этого человека? Какие знаки, черты, да, поведение подскажут вам, что это он? Как вы узнаете этого мужчину? Так, смотрим, как вы узнаете его. 7 жезлов. Ну что ж, как вы узнаете его? Человек ненавязчивый абсолютно. Человек, который умеет держать свою ауру, да, свое пространство. Смотрите, дно колоды идет кубковый король, очень чувствительный к миру этому. И сейчас, в том периоде, когда он будто бы, ну как, этот мир чувствует, да, сам, и чувствует энергию людей, и реагирует на то окружение, которое вокруг него, довольно чутко. Как лучше присмотрюсь, посмотрю со стороны, как все происходит, да, и потом только тогда буду вступать в контакт. Вот у вас точно так же, да, получится. То есть обстоятельства ему будут подсказывать, что вы как очень интересный человек, и с вами вы родной, да, вот, то есть вы родной человек.
Очень чувствительная личность, умеющая за себя сейчас вот постоять, не спешит с отношениями абсолютно. Какой он человек, давайте посмотрим. Его душа, сердце, его жизненные ценности. Давайте заглянем. Какой он человек? Какой он человек? Вот эта карта идет, но это очень классно. Это человек высоких моральных ценностей, очень духовная личность. Человек, который пытается разобраться в этом мире и разобрался уже во многом. Человек, который может вести даже за собой людей. И действительно, вам это близко будет. Человек, который познал этот мир с какой-то стороны. Может, даже как-то и довольно-таки много, намного больше, чем другие люди. Человек, который осознанный и осознанно строит отношения будет. Посмотрим его душу. Его душа и сердце, и личность его, человека стабильного, который умеет держать, знаете, вот при себе то, что он накопил. То есть душа довольно старая, да, вот так можно сказать. И этот человек очень, очень умный, очень степенный. Посмотрим, кто этот человек. Мудрость, интуиция. О нем очень хорошие карты так идут на этого человека. То, что он будет близок вам по духу. И с другой стороны, его как нельзя будет, вот ничто его не может поколебать, да, то есть то, что он очень стабильная личность. Какие у него жизненные ценности? Давайте посмотрим. Он крепко верит в свою судьбу. Также он понимает, что у каждого человека есть то, на что он ориентируется. И это ведет как его, да, так и он принимает таких людей, да, которые верят в мечту, знают, что эта мечта, она всегда достижима. Какие-то высокие ценности, я бы сказала, даже. Покажем, кто он, кто этот человек. И вы знаете, он достаточно быстро идет к своим целям. То есть вот наметил цель, и у него горячее сердце к тому, чтобы эту цель достичь как можно быстрее. Все в этом мире начинает ему в этот момент помогать. Также здесь показывают женщину, мечевую королеву, с которой у него есть ребенок. Да, это какая-то бывшая женщина. Но у него с ней спокойные отношения. То есть тут сейчас нет боли, есть спокойствие и даже какое-то, знаете, что-то созидательное. То есть когда никто из них не мешает друг другу. То есть тут есть вот такой вот момент. А давайте посмотрим вот намерения, с которыми этот человек идет. Скорее всего, ведь если это новый человек, не идет он лично ну как, вот как осознанно к вам, да, то есть это все-таки как душа его ведет к вам. Вот посмотрим, вот намерение к вам. Император. Вы видели? Стать рядышком с такой женщиной, императором, для него большая честь. И он говорит, что я завоеватель по жизни, но с другой стороны, ты завоевал мое сердце, даешь мне возможность этот мир тоже как сделать что-то большее для мира, и мы вместе это можем сделать. То есть он к вам идет как император, как человек, который действительно будет с вами в паре и не будет зависеть от вас. Вот тут скорее всего наоборот, это человек, который может покорить, как покорять даже вот как на мировом уровне что-то. И к вам идет как император, как главный мужчина, активный по жизни человек для создания семьи. Хорошо. Давайте вот так. Как изменится ваша жизнь после встречи с этим человеком? Как изменится ваша жизнь? Она станет еще более яркой. Вы как помолодеете даже. У вас будет, естественно, человек, который рядышком с вами. То есть вы будете даже ощущать себя как в паре. Ну вот если раньше вы чувствовали, что вам
не хватает этого какого-то человека рядышком, да, который вас любит, теперь этот человек будет рядышком с вами. Вы действительно будете чувствовать прилив сил, и у вас будет такое ощущение, что вы как моложе лет на 15-20. И сейчас смотрят меня 20-летние и удивляются, да. И здесь еще говорят, что вот как-то что-то связано с детками, то есть если поменяется жизнь. Например, вы, если вот воссоединение семьи, да, то появляются еще дополнительные какие-то дети в ваших отношениях. Это не значит, что они там рядышком будут всегда, а скорее всего вот как общение идет, да, то есть то, что объединяет вас, это одно, а то, что еще вот рядышком с вами, рядышком с ним, это тоже начинает как объединяться, да, вы общее общение получается. Такая тавтология. Да, это как вы вместе. Вы вот вы достигаете, это знаете, как одна из ваших буквально из целей вашей души, да, то есть то, что вы достигли. Это любовь. Это любовь. Тут будут отношения основанные на любви, на деньгах, между прочим, да, то есть тут будут финансы у этой пары. И это говорит о том, что эта пара встретилась правильно, да, то есть два человека нашли себя правильно. Когда в паре есть хорошие деньги, отношения, любовь, все хорошо в семье, это, естественно, по судьбе, да, то есть это не кармические отношения. Вы с этим человеком будете очень много или ездить по миру, или же тут говорят о том, что очень много активностей разной. Человек будет стараться делать для вас праздник в этой жизни. Тот, который вы никогда не видели. Вы даже можете не принимать некоторые моменты. Вот. Главное держать баланс. Вот вам тут сразу говорят, потому что человек захочет вас радовать. Естественно, каждому человеку приятно, чтобы как ну, спасибо хотя бы говорили, да, то есть тут он хочет чисто видеть в ответ просто вашу улыбку. Вот тут человек, который имеет ресурс, опять же, да, то есть у вас будут какие-то общие накопления. Сюда же вот в эту вот копилочку этого расклада как раз идет информация об этом. Как изменится ваша жизнь? Давайте посмотрим. Заканчивается период обманов и предательств. Все. Это навсегда. У вас начинается новый период вашей жизни. Видите? Вы свободнее, вы без отягощающих каких-то стрёмных факторов влияния ну, вот, людей, которые раньше влияли на вас. Это мужчины, например, да, которые ну, как-то не так вели себя, как вы хотели. Вот. Ну, тут я больше говорю о предательствах. Совершенно закругляется, да, заканчивается такой период вашей жизни и никогда больше не вернется. Начинается новый, светлый, яркий период вашей жизни. Так, еще посмотрим описание этого человека. Как бы вот вы его описали? Ну, опять, показывают первым делом это ресурс. Человек, умеющий зарабатывать, человек, умеющий договариваться, человек, имеющий бизнес, а может быть и не один. Вот. Очень ценит женское, ну, женщину, и, скорее всего, это как вот мама научила, что женщина это та, смотрите, да, которая своим видом, даже вот, можно сказать, спокойствием, каким-то приятием этого мира, она влияет на то, что у мужчины больше ресурса. И тут вот такой вот замкнутый круг, да, он дает ей ресурс, она энергию, дает ресурс, она энергию, и он понимает, что женщину надо ценить. Человек, который прошел очень сложный путь, и тут могут показывать, что этот путь даже физически имеет вот расстояние, да, от вас, к нему, к вам сейчас пока еще лежит дорога. Человек, возродившийся из пепла, и некоторое время буквально не принимающий вообще внимания женщины, а сейчас у него вспышка, да, то есть человек увидел вас и загорелся. Вот, смотрите, вы в нем прям возродили огонь. Это даже какая-то зависимость от вас появится. В хорошем смысле будем думать. Ну да, потому что тут говорили, что не было, не будет никакой с плохой зависимости. Вы как родные души встречаетесь с этим человеком. Человеку будет интересно вас узнавать.
больше и больше раскрывать как книгу. И вот как раз к тому, что он будет стараться вас радовать, да, вот именно та информация, которую он будет получать этой, м, из того, что узнает о вас, да, он будет применять для того, чтобы вас радовать. Так, человек хотел бы дать вам что-то ценное, как любящий мужчина. И я тут вижу, что как бы он там не показался императором, да, вот как он идет к вам как кто, да, как император, как мужчина, который осознанный, зрелый и который берет на себя ответственность, то здесь говорят, что он при вас будет просто любящим мужчиной, который просто, ну как, для императрицы делает все, чтобы она была счастлива. Но по сути это не унижает его личность, это позволяет ему раскрыть какую-то часть себя еще интереснее, чем его вообще считают другие люди. Так, а видите как? Здесь показывает, что он даже себя может в чем-то ограничить, например, но дать больше вам. Любое, что возникает в ваших отношениях, например, идея какая-то, да, будет заставлять этого человека включать непосредственно вот какую-то творческую жилку, да, для того, чтобы какую-то творческую, да, свою вот натуру, чтобы что-то создавать, созидать. Вот такой вот. Давайте посмотрим, что нужно вам понять или сделать сейчас. Это может быть вот как совет от высших сил, что поможет приблизить эту судьбоносную встречу. Давайте посмотрим, что это. Правосудие идет, но вы ничего не можете сделать, это просто идет, и к вам по-любому это придет. Приблизишь, не приблизишь, вы просто наполняете сейчас силой, приобретаете вот эту земную энергию стабильности и практичности. Вот, по сути, это все равно будет. Главное, что, вот единственный совет, это перестать себя за что-то казнить, за что-то винить. Вот это чувство вины, которое могло присутствовать в вас, оно пускай исчезнет, и это очень плохое чувство, а просто знать, что в вашей жизни будет все замечательно, прекрасно и по судьбе, и по справедливости дают вам это высшие силы. Вот так. А на дне колоды нам показывают пятерку жезлов, что вы все-таки достигли того, о чем хотели попросить когда-то высших сил или просили. Я очень рада, что вы были здесь со мной. Благодарю вас за ваше внимание, лайки, комментарии и финансовую поддержку, кто это делает. Пускай вам Вселенная в разы больше дает, чем вы. Всего доброго. Пока-пока.